Всем известно, что важнейшие слова «пока смерть не разлучит вас» являются неотъемлемой частью церемонии бракосочетания. Они указывают на вашу вечную любовь к своему партнеру и готовность оставаться с ним до конца своих дней. Однако для молодой пары, которая поженилась в горах Швейцарии, день, который должен был стать самым счастливым в их жизни, быстро стал худшим, и, к сожалению, смерть наступила всего через 30 минут после того, как они сказали «да». Кевин и Элизабет были влюблены друг в друга с детства, с тех пор, как познакомились в школе. Они оба происходили из независимо обеспеченных семей, поэтому вращались в одних и тех же кругах, и в юности они действительно сблизились, прежде чем, наконец, в возрасте 16 лет стали официальной парой. Нечасто отношения, завязывающиеся в таком относительно молодом возрасте, длятся долго, но отношения Кевина и Элизабет расцвели, и вскоре им было чуть за 20, и они сделали прибыльную карьеру, подобающую их богатым семьям. Их отношения не были деловыми, и это не было необходимым шагом. Это действительно были отношения, основанные на абсолютной любви и взаимном уважении. Элизабет и Кевин идеально подходили друг другу и были воплощением целей пары. Их родители были очень довольны их отношениями. Они могли сказать не только о том, что Кевин и Элизабет идеально подходят друг другу, но и о партнерстве. У них был дополнительный бонус в том, что они объединили две богатые семьи в одну, сделав их чрезвычайно сильной и влиятельной командой. К счастью, ни одна из семей не ставила бизнес и прибыль выше счастья этих двух молодых. Однажды Элизабет забронировала для пары поездку в Дубай, где они остановились в роскошном отеле с видом на растущий и развивающийся город. И Кевин понял, что может извлечь выгоду из этой поездки и сделать предложение своей девушке. Он думал об этом неделями, фантазируя о том, как и где это могло бы произойти. Он хотел, чтобы это было особенным и неповторимым, чтобы они оба запомнили это навсегда. Кевин даже купил ей массивное кольцо с бриллиантом, что обошлось ему в десятки тысяч долларов. Он не жалел денег, ведь Элизабет была более чем достойна этого. Итак, они отправились в Дубай, и это действительно было так волшебно, как они надеялись. Огромный город оказался таким теплым и гостеприимным, как они и надеялись, и первую неделю они провели, греясь на солнышке и участвуя во всевозможных уникальных приключениях. Конечно, им помогло то, что они были богаты. Это определенно открыло перед ними множество дверей и позволило им делать то, о чем обычный турист мог только мечтать. Они арендовали невероятно дорогие автомобили, тусовались в элитных ночных клубах только для приглашенных и ужинали в самых фешенебельных и дорогих ресторанах. Все это было замечательно и создавало условия для по-настоящему потрясающего отпуска. Но у Кевина на уме были гораздо более романтические планы. Всю первую неделю у него в животе порхали бабочки, когда он размышлял, примет ли Элизабет его предложение руки и сердца. Что, если она скажет «нет»? Эта мысль никогда не выходила у него из головы. Но однажды, ночью, под усыпанным звездами небом, Кевин, наконец, набрался смелости и задал этот вопрос. Его сердце ушло в пятки, когда он опустился на одно колено и попросил Элизабет выйти за него замуж. Но ему не стоило беспокоиться. Не успел он договорить, как она закричала «да» и бросилась в его объятия. Они поцеловались, глядя на фейерверк, который взмыл в небо, и улыбнулись, обнимая друг друга, представляя себе идеальную жизнь, в которую они собирались вступить. Год спустя настал день свадьбы. Они выбрали совершенно потрясающее место — замок, построенный в швейцарских Альпах. С территории отеля открывался вид на зеленые цветущие луга и изумрудно-голубое озеро, которое притягивало взгляд к возвышающейся непостижимо огромной горе с заснеженной вершиной. Счет за одно только место проведения был просто ошеломляющим, но это действительно выглядело как нечто из области фантастики, и на этой свадьбе не собирались экономить.
Более 300 членов их семьи и друзей приехали в это отдаленное место, и они хотели, чтобы это была свадьба, которую люди никогда не забудут. В отдельной комнате Элизабет и ее подружки готовились пройти к алтарю. Она выбрала потрясающее, облегающее фигуру, шелковое белое платье со шлейфом, который тянулся на несколько футов позади нее. К ее красиво завитым длинным волосам была прикреплена нежная белая вуаль, которая переливалась и колыхалась от легкого дуновения горного ветра. Пришло время ей идти к алтарю, и ее сердце растаяло, когда она увидела Кевина, ожидающего ее со слезами на глазах. Она не смогла сдержать слез, когда они присоединились друг к другу, и началась церемония бракосочетания. Ее будущий муж выглядел красивым и властным в костюме из тончайшего материала. От его улыбки и едва заметной щетины у Элизабет подкашивались колени. Она не могла поверить, что это происходит на самом деле. Вскоре они были объявлены мужем и женой и поцеловались к большому удовольствию сотен родственников и друзей, собравшихся в этом прекрасном месте. Они сделали это. Властная пара наконец-то связала себя узами брака. Кевин усмехнулся про себя, вспомнив, как он нервничал, делая предложение год назад в Дубае. Но, глядя на свою прекрасную молодую жену, он был так рад, что сделал это. Элизабет не была уверена, что свидание могло стать еще более прекрасным и романтичным, но ее отец приготовил сюрприз для своей дочери и ее нового мужа. Из-за дверей часовни доносилось отдаленное жужжание, которое становилось все громче и громче. Когда молодожены вышли из здания, их приветствовал вид роскошного вертолета высокого класса, приземлившегося в саду перед ними. Ее отец организовал для них двоих особый полет, который бывает раз в жизни. Это был потрясающий сюрприз, заставивший Элизабет и Кевина улыбаться. Счастливая пара поднялась на борт вертолета и сфотографировалась в дверном проеме. Эти фотографии должны были стать по-настоящему запоминающимися. Как только они сели, пилот приказал родственникам отойти на безопасное расстояние, чтобы они могли взлететь. План состоял в том, чтобы совершить живописный облет горы, пересечь цветущие луга и пролететь над изумрудно-голубым озером. Это, безусловно, было бы захватывающим и захватывающе зрелищным путешествием. Заработали двигатели, и лопасти вертолета закружились, медленно и нежно отрывая их от земли. Молодожены улыбались и махали своим гостям, пока они поднимались все выше и выше в прохладный горный воздух. Но очень быстро все пошло наперекосяк. К сожалению, сильный и неожиданный боковой ветер встряхнул вертолет, выведя его из-под контроля. Пилот делал все возможное, чтобы самолет оставался устойчивым, однако он начал заваливаться на бок, и двигатели отключились. Всего в нескольких сотнях футов от земли они начали падать. У них не было времени надеть парашют и выпрыгнуть, прежде чем вышедший из строя вертолет с глухим стуком приземлился на склоне горы и превратился в огненный шар. Гости свадьбы видели весь инцидент и в ужасе наблюдали за разворачивавшейся сценой. Они кричали и плакали, но ничего не могли поделать. Кевин, Элизабет и пилот погибли мгновенно. Это был действительно самый трагичный конец того, что должно было стать идеальным днем и началом идеальной жизни. И когда огненный шар вспыхнул, а густой черный дым поднялся в прохладный горный воздух, шелковистая белая фата невесты медленно опустилась вниз и остановилась среди прекрасных цветов на склоне швейцарской горы, навсегда став местом их упокоения. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.